Привет! Тема «Прагматическая этика». Прагматическая этика, по сути, это разновидность этики, которая фокусируется на развитии общества. Последователи прагматической этики, такие как Джон Дьюи, можете обратить внимание на небольшой ролик на моем канале про Джона Дьюи, считают, что некоторые общества морально прогрессируют во многом так же, как они достигают определенного прогресса в науке. Ученые могут продолжать исследования, тем не менее они думают, что будущие поколения могут продвигать науку, и таким образом будущие поколения могут уточнять, менять, вытеснять принятые гипотезы. Точно так же последователи прагматической этики считают, что нормы, принципы и моральные критерии могут быть изменены в результате исследований. Мартин Бенджамин использовал корабль Нейрота как аналог прагматической этики, сравнивая постепенные изменения этических норм с реконструкцией корабля в море моряками. Корабль Нейрота – это метафора, литературное сравнение, которое отражает философские воззрения Отто Нейрота. Отто Нейрот уподобляет весь мировой опыт кораблю, никогда не достигающему суши. Осуществление его ремонта в открытом море предполагает то, что у нас нет возможности останавливаться, выбирать и проверять выдвигаемые научные теории. Каждое утверждение, протокол всегда должно оставаться открытым для пересмотра, а нам необходимо быть готовыми пересмотреть все по мере необходимости для того, чтобы поддерживать согласованность нашей системы знаний, оставаться, так сказать, на плаву. Последователи прагматической этики признают, что может быть уместно практиковать множество различных нормативных подходов при проведении исследований, например, консеквенциализм, деонтологическая этика, этика добродетели, но и в то же время признают необходимость механизмов, которые позволят людям выходить за рамки таких подходов. Направленная на социальные инновации практика прагматической этики дополняет практику других нормативных подходов тем, что Джон Стюарт Миль назвал экспериментированием в самой жизни. Согласно Хью Лафолетту, прагматическую этику можно отличить от других нормативных подходов по следующим критериям. Первый критерий – она фокусируется на социуме в целом, а не на отдельном индивидууме, который является сущностью, достигающей нравственности. Второй критерий – она не содержит каких-либо известных моральных критериев, которые могут быть пересмотрены. Прагматическая этика может быть неправильно понята как релятивистская, как неспособная быть объективной, но прагматики возражают против этой критики на том основании, что то же самое можно сказать и о науке. Последователи прагматической этики могут утверждать, что их усилия, как и исследования в науке, объективны на том основании, что они сходятся к чему-то объективному. Рекомендую обратить на ролик на моем канале про прагматизм в целом, там кратко о прагматизме, и на ролик о Чарльзе Сандерсе Пирсе. Третий критерий – прагматическая этика допускает, что моральное суждение может быть принято в одну эпоху определенного общества, даже если оно в дальнейшем перестанет приниматься после того, как общество прогрессирует, или уже может быть отвергнуто в другом обществе. Например, изменение моральных суждений о рабстве привело к отмене рабства. Это является примером улучшения моральных суждений.